coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Вальгалла. Продолжаем нашу жестокую и тяжелую жизнь в капиталистическом рае, где постоянные теракты, народ негодует, его избивают, делают что хотят, всякие проправительственные белые ангелы. Кстати говоря, у нас даже подружки есть в белых ангелах, и они нормальные, но почему-то довольно многочисленно там встречаются всякие избиения и так далее. Ну да ладно. Ну и, кстати говоря, наш город тонет в нечистотах. Ну, кто бы мог подумать, конечно, невыгодно бороться с нечистотами, легче просто зарабатывать бабосы и ни черта не делать. Ну ладно, мы все купили, будем сейчас сидеть, потому что я хочу накопить, как мы знаем, я хочу накопить на вот такую вот штучку. А именно, вот это, улет 10 тысяч. Что же это такое? Я хочу это купить. Все остальные мини-штуки можно будет покупать постепенно. Вечер добрый. Вот так-так. А я уже подумала, что ты сегодня не придешь. В банке полон, все плохо, а значит, людям захочется выпить свои тревоги, запить свои тревоги. Эх, ты очень усердно трудишься. Можешь взять отпуск, когда захочешь. Да и не на улицу сейчас не очень безопасно. Так всегда было, раз уж мы заговорили об этом. А если бар закрывается, то я уж точно не могу остаться в стране. Интересно, есть ли бары, в которых слухи о закрытии использовали для мотивации работников? Как по мне, результат был бы ровно противоположный. Плюс я умру со скуки, если останусь у себя дома. Так что я бы пришла в любом случае. Что ты сказала? Ничего важного. Джилл еще не вернулся? Не, но я бы не сильно за него переживала. Как скажешь. Да, девчонка все еще здесь? Ага, спит так сладко, что мне неловко ее будить. Так что, ты не против сделать это за меня? Вообще-то нет. Я против. Но главное здесь ты, и по большему счету это моя вина, потому что она спит у нас. Ну, прости меня. Эй, милочка, еще час, и мы начнем брать с тебя плату за ночлег. А что, где я? О, нет. Нет. Мы ее пробудили. Ой, блин, у меня горло. Ладно, я перемудрил. У меня что-то еще первые видео идут нормально, а вот теперь у меня что-то горло болит. Да, я переоценил свои возможности, говорить долго я все равно не могу без питья. Так, давайте продолжать. Все, я вернулся с водой. Надо было все-таки переоценила свои силы. Надо мне попивать воду, чтобы хоть чуть-чуть сбавлять боль. А то она немного мешает. А, ну да, самый отстойный бар на районе. Так, посмотрим. Все мои вещи на месте. И никто даже не сорвал с меня рубашку, лифчик, штаны или трусики. Ох, ну и скукотища. Ой, это же бармен без сисек. Доброе утро. Скорее вечер. Вечер? Ну, ладно, по крайней мере, я давно так классно всю ночь. В смысле, день не спала. Извини, если доставила тебе хлопот прошлым вечером или сегодня. Да ничего. Бармен без сисек, ты такая милая. Спасибо, что позаботилась обо мне. Пока-пока. Чуваки и чувихи, всем привет. Стримтянь заряженной энергией готова к новым приключениям. А, луна, как жжется. Я чувствую себя так, будто выпустила в мир страшное зло. Ой, ну ладно тебе, она не такая уж и плохая. Лучше скажи мне, что это за бутылка? Одна клиентка вчера дала мне ее. В качестве подарка, я полагаю. О, круто. Это какой-то ром. Ром? Зашибись! Хочешь налью тебе немного? Да, конечно. Надо налить боссу рома.
Ром числится в разделе фасованный. Чтобы налить его, нужно перетащить на шейкер. Так вот он, то, что мы уже делали. Сливка в духах в мужской шляпе. Мусульский чай и ром дедово пойло. Нормальное такое пойло. Ойло. Так, давай. Вот, мужское пойло. Бутылочный ром. Пуск. Ром. Угощайся. Отлично. Спасибо, пойду к себе в кабинет вкушать сей божественный нектар. Обращайся. Так, ну ладно. Так, опять давай все это выключаем нафиг. Блин, где оставшиеся кассеты-то? Не знаю, дадут ли возможность новые кассеты покупать? А то хочется новой музыки. Время проливать напитки и крошить судьбы. Стоп, там же по-другому было. Ну вот, даже подколоть некому. Блин, тут, однако, одиноко без Джилла. Надеюсь, что весь тот шум на улицах не переведет к нам каких-нибудь психов или вандалов. Я вот в предыдущей серии думал насчет мозгов в банках, потому что их упомянули. Я вот все еще в предыдущей, позапрошлой серии. Подожди. Ну да, в серии именно с детективом частным. Я думал еще о том, что к нам не ходили киборги, кто к нам еще мог прийти. И тут напоминание о мозгах в банках. И вот тебе мозг в банке. По правде, это как-то странноватый способ бессмертия, я бы такой не выбрал. Добрый вечер. Твою мать, вот уж накаркала, так накаркала. Добро пожаловать в Вальгаллу, что вы будете заказывать? Я буду голубую фею. Не смей пошутить про то, что стать настоящим. Не смей пошутить про то, чтобы стать настоящим. Держи, Джилл, только держись. Сейчас будет. Этот мозг просит голубую фею. Дадим ему немного пищи для ума. Да, это было ужасно. Так, где тут изысканный синий бархат, промок, стакан свечения, пианистка, классический, мужской, голубая фея. Один глоток, как красит ваши зубы. Интересно, что у нас у клиента зубов нету. Давайте дадим ему большой. Так, 5, 6, 7, 8. Ну, еще и 2 вот этих. Ну и давайте 4 штуки формальдегида. Перемешать и выдержать. Угощайте. Как вкусно, то что надо. Так, как вы собираетесь? О, вы можете хватать вещи? Я могла бы и догадаться. А пить вы можете? И есть. Лилиум использует такую же систему. Могу я вас кое о чем спросить, мисс? Зови меня Тейлор. Просто Тейлор. И да, такая милашка может спросить у меня что угодно. Хорошо, Тейлор. Вау, ты первый человек на моей памяти, который не стал острить в духе. Приятно познакомиться. Просто Тейлор. Не, это было бы слишком просто. Это было бы слишком просто. Ты мозг в банке, верно? Я точно не голограмма. В этом у меня сомнений нет. Так что да, я самый настоящий человеческий мозг в банке. Но как? Почему? Что, неужели мое обаяние лишило тебя дара речи? Ну, как бы обычный человек не каждый день такое видит. А это многое о чем говорит, учитывая то, где я работаю. Блин, знаешь, надо... Подожди, у меня же есть возможности. Я что-то забываю постоянно делать скрины. А они, блин, нужны.
Я постоянно забываю, что мне надо скрины делать моих. Все-таки скрины надо? Подождите. Скрины. Это скрин. Все, давайте сейчас скрин забабахаю. Чисто так, чтобы было. На всякий. Потому что серьезно довольно тяжеловато. Надо все-таки делать, а то потом мне будет нечем работать. Не страшись, ибо у меня всегда для таких случаев заготовлена пламенная речь. Речь? Перед тобой один из 5 великих автономных мозгов. Мы, мозги, живущие в условиях, позволяющих нам существовать подобно любому гуманоидному существу. В эти банки встроены компьютеры, которые сканируют нашу активность. Медленно, но верно мы помогаем миру постичь принцип устройства самого сложного компьютера, созданного природой. Могу поспорить, эта речь появилась потому, что вас раздражало объяснять одно и то же снова и снова. Возражу, она была составлена не потому, что у меня это раздражало. Просто хотелось подготовить продуманный и красивый ответ. Смотри, у меня с собой есть даже пара брошюр. Хочешь одну? Ну, давайте. Но что привело одного из 5 уникальных автономных мозгов в такое место? Ой. О, я просто живу неподалеку. Вот как-то раз и возникло желание выйти на прогулку. Впервые за довольно долгое время. А раньше вы к нам заходили? К сожалению, нет, иначе бы мне запомнилась такая милашка, как ты. Кстати, могу я узнать твое имя? Меня зовут Джилл. Джилл? Какое чудесное имя. Спасибо. А вам не страшно было выходить сегодня на улицу? Ситуация-то в городе напряженная. Тебе ведь это не помешало прийти сюда, не так ли? Это верно. Меня так просто не запугать мутными и зловещими новостями. А вы поразительно энергичны для своего состояния. Прошу прощения, тебя это раздражает? Нет, вовсе нет, просто я не предполагала, что мозг в банке может быть таким счастливым. В какой-то момент мое тело стало просто бесполезным грузом. Эта новая форма существования позволяет мне достигнуть гораздо большего, чем раньше. Ну хотя да, тут, как говорится, если ты полностью парализован, например, передвигаться в виде мозга в банке было бы поудобнее, хотя бы видел бы мир при помощи, не знаю, каких-нибудь сенсоров, экранов. Плюс я делаю что-то, что в будущем послужит на благо всего человечества. Разве это не повод для счастья? Не знаю. Хочешь подарить мне счастье, Джилл? Смотря, что для этого нужно сделать. Не беспокойся, просто налей мне пиво. О, тогда ладно, я подарю вам счастье. Полпинты пива подарят Тейлору счастье. Блин, нормальный такой, блин, хоть и мозг в банге, ну блин, хороший мужик. Ну или мозг. Так, полпинты, не буду я делать ему большой. Держите. Держите вам пиво перемешать. Держите пиво. 30 рублей, что-то маловато. Ну да ладно. Вот пиво. О да, что бы ни случилось, ты не пожалеешь, если выпьешь пиво. Буквально вчера я разговаривал с клиентом о загрузке сознания в облако. Неужели? Ага, мы говорили о том, что даже если ты загрузишь свой мозг, то все равно останешься здесь. Такие мысли у меня порой посещали. А как думаешь, твоя сущность в кибернетическом пространстве осознавала бы, что ее переместили? Все бы ли она помнила, как бы она вообще себя ощущала там? Вопрос интересный. Мне вот всегда было интересно, а может ли Лилиям принять человеческий мозг? Один из мозгов использовался для такого эксперимента, и Лилиям получился вполне дееспособным. К сожалению, внешне он выглядел
Не очень из-за всех этих жутких проводов и всего такого. Они ничего вроде переноса его личности не делали. Просто подключили мозг к телу. Жуть. Ну уж лучше так, по-моему, чем плавать в банке у всех на виду. Признаюсь, вся эта штука с мозгом выглядит пугающе. Но тело, о котором я говорил, было просто неестественным. Кстати, о неестественном. Каково это было увидеть тебя в первый раз? Это был настоящий шок. Хотя он быстро прошел. У меня никогда не было сильной привязанности к своему телу. Поздние периоды моей жизни буквально. Знаешь, в чем недостаток этого тела? Я не пьянею. Ну, если для вас это недостаток. Если ты пьешь алкоголь ради вкуса, то для этого есть варианты получше. Опьянение – неотъемлемая часть процесса. Но почему? Лилимы, например, пьянеют почти как люди. Да, но их мозг – компьютер, подключенный к телу. От алкоголя их мозг замедляет скорость передачи данных к телу. В зависимости от модели их предпрограмма опьянения даже может выдавать разные поведенческие циклы. Но сложно опьянеть, когда вся суть твоего существования заключается в том, чтобы понять, как ты работаешь. Да, пожалуй, вы правы. Эй, Джилл! О, Альма. Просто у Альма? А где же этикет, которым так славятся сотрудники этого заведения? Добро пожаловать в Альгалу. Что вы будете заказывать? Довольно? Когда ты говоришь с такой интонацией, нет. Эй, привет, красотка. Кто? Как же ты ранила мои чувства, дорогая. Простите, я не каждый раз вижу мозги отдельно от тела. Ну как, летом я работала на станции, где Лилимы проходят технообслуживание, но там были просто говорящие головы. О, ничего страшного, по крайней мере ты не сбежала в панике и не потеряла сознание. Тебя зовут Альма, верно? Я Тейлор. Рада познакомиться, Тейлор. Скажи, Альма, ты позволишь мне угостить тебя коктейлем? Извини, я встречаюсь только с людьми, хотя бы наполовину органическими, и у которых есть хотя бы одно лицо. Теперь я знаю, к чему стремиться. Шучу, просто я хочу порадовать тебя и себя заодно, угостив тебя коктейлем. Ты не против? Ну, пока за стойкой жил, думаю, мне не о чем беспокоиться. Замечательно, тогда я заплачу за твой следующий напиток. Что вы будете? Синий бархат, будьте любезны. А вы, Тейлор? Пожалуй, я пас. А ты хочешь, чтобы я пила одна? Не хочется пить слишком много. Ну ладно. Синий бархат от Тейлора для Альм. Ну смотрите, какой джентльмен. Прям джентльмен, мозг джентльмен. Ну, прям. Так давай, где тут? Синий бархат, кажись. Вот он, синий бархат. Ну, может большой есть сделать, а? Ай, давай. Нате. Нате еще. Я сейчас ее заставлю опьянеть. Перемешать со льдом. Синий бархат. Ой, это будет очень... Это самое... Твой коктейль. Насладись им от души. Знаешь, эти 3 минуты ты был ко мне добрее, чем как минимум 3 моих бывших за этот год. Судя по тому, как вы общаетесь, я рискну предположить, что вы давно знакомы. Верно? Всего полгода. Да, где-то так, если память не подводит. Правда? А создается впечатление, что гораздо дольше. Эх, по моим ощущениям, так оно и есть. Замолчи, ты от меня без ума и сама это прекрасно знаешь. Значит, ты просто начала ходить сюда и все? Ну, когда я пришла сюда, тот парень... Кстати, а где Пабло? Джиллиан. Архимед.
Да хрен его знает. Ищет где-то приключений на свою задницу. Ну так вот, когда я впервые пришла сюда, меня обслуживал тот другой парень. Вроде бы ничего необычного. А в другой раз тут уже была Джилл, и я... Не знаю, просто мне показалось, что она меня понимает. У нас почти что связь, понимаешь? Связь у нас есть. Значит... Хотя и слегка грустно от того, что с ней у меня куда больше общего, чем со многими людьми. Всегда приятно встретить пример крепкой дружбы. Но, к сожалению, уже поздно, и мне пора идти. Оставляю вас наедине, милые дамы. Еще увидимся. До скорого. Приходите к нам еще. Этот Тейлор был очень милым. Хоть и немного странным поначалу. Одни из 5 мозгов, которых изучают ученые или как-то так. Вот тут в брошюре все написано. Дай-ка взглянуть. А, да, я слышала о них раньше. Не верится, что мне повезло увидеть одного из них воочию. Эй, Альма, у тебя что, очень строгие родители? Да, вроде не особо. А ты к чему? Недавно ты распиналась на тему того, что числам нет дела до того, что ты занимаешь. Чем ты занимаешься? Ой, боже. Надо вообще вспомнить, а какая вообще это... Можно ли увидеть как-нибудь нашу историю, чтобы я мог почитать немного, а то как-то совсем не очень. Как там надо? Кажись... А чё? Сюда, кажись? О, да. Чем ты занимаешься? Про то, что мистеру 27 вообще нет дела до того, будет ли у тебя католическая свадьба или нет. О боги, только не эта чушь по поводу чисел. Нельзя сказать, что мои родители очень строгие, но мама порой бывает просто невыносимой. Для нее тот факт, что я в свои годы еще не замужем и не беременна, верный знак того, что я так и умру, не родив ей внуков. А то, что у нее уже 3 правнуков, ей как-то мало волнует. Я ее люблю, но она бывает такой, ну... Ох. Понимаю, у меня иногда тоже что-то такое бывает. Еще ты сказала, дословно, я уже тогда была в самом соку и не скрывала этого. После какой-то странной истории из 8 класса. Что-то про твоего учителя. Ах да, это... Видишь ли, когда мое тело начало меняться, я стала очень застенчивой. Но однажды внутри меня что-то щелкнуло. Я больше не стеснялась его и почувствовала себя сильной. Мое тело казалось мне новой игрушкой, которой я вдоволь наиграюсь. Но с этим, естественно, были две большие проблемы. Ой. Я была подростком, озабоченным подростком, в окружении таких же озабоченных подростков. Мне даже стыдно, не стыдно, вот честно. Я все еще следую тем же принципам, что и тогда. Но этот случай, когда оглядываешься назад, и тебе становится страшно от того, какой безрассудной ты была. Я ведь могла забеременеть, или того хуже. Тогда я носила только черное и была безумно помешана на оккультизме. И хуже всего то, что боль от насмешек других детей уже не пройдет никогда. Ну знаешь, как говорят, не сравнивай свою жизнь с другими, ты не знаешь, через что им пришлось пройти. Не, я не сравнивала, просто подумала, может, мне в том же возрасте не хватало именно твоей самооценки. Слово «семья». Сегодня я пришла только потому, что мне надо отдохнуть от всего этого сумасшествия. Ты с ними живешь? Нет,
Но Грейс и Бар не живут. К тому же я навещаю их почти каждый день. Ну так вот, моя вторая старшая сестра Даяна только что развелась с мужем. Но не прошло и недели, как она уже затащила другого мужчину к себе в постель. Она оставила детей с родителями мужа и просто-напросто забыла о них. И ей вообще плевать, что им надо ходить в школу и все такое. Мда. Даяна вечно творит черти что со своей жизнью. Но тут она превзошла саму себя. Ей нужно время для себя любимой, пожить своей жизнью, как она говорит. Она не думала об этом, когда вышла замуж в 20 лет. Она не подумала об этом, когда не выходила за парня, которого знает 3 месяца. Тебе бы не помешало услышать себя, последовать своему же совету. Но это так, к слову. Эй, я не связываю себя узами вечного брака с тем, в кого с первого взгляда влюбляюсь, ага? Ну ладно, однажды это почти случилось. Чертовы камеры поцелуев на стадионе, чтобы ее... Камеры поцелуев? Я встречалась с парнем, с которым меня познакомила моя младшая сестра. Он вроде был братом ее друга или типа того. Ну, мы пару раз погуляли, а потом он позвал меня в баскетбол. Все было хорошо, но потом камера поцелуев навелась на нас. И вместо того, чтобы поцеловать меня, он сделал мне предложение. Это было так трогательно, что я почти согласилась. Вот как? Значит, ты отказала ему на стадионе в объективе сраной камеры поцелуев. Мы всего 3 недели встречались. Алло. Откуда мне знать? Может, он хотел залезть ко мне в трусы, воспользовавшись старым штампом про первую брачную ночь. И почему он решил, что это хорошая идея? До сих пор не понимаю. Какой-то излишне запутанный план. Не считаешь? Делать предложение и ждать брачной ночи только ради секса. Не стоит недооценивать то, как далеко готов зайти мужчина, чтобы затащить тебя в постель. И я посложнее авантюры видела. Любопытство меня распирает, скрывать не буду, но от расспросов я, пожалуй, воздержусь. Будет что-то еще? Эй, а что это за бутылка? Это ром. Вчера клиент подарил. Подарил? А за какие заслуги? Даже не знаю. Наверное, просто хорошо его обслужила. Касике. Интересное название. Что оно значит? Так называли вождей в каких-то индийских племенах. Понятно. Хочешь, налью тебе немного? Я пас. С ромом у меня связаны не самые приятные воспоминания. Лучше замешай мне бон-развезон, будь любезен. Хорошо. Интересно, что это за история у нее с ромом? Ну, ладно, налью ей бон-развезон. Изысканный, кажется. Бон-развезон. На вкус, как стопка этилового спирта с ложечкой сахара. Блин, пипец, мы ее сейчас напоим. Ну. Перемешать, выдержать. 1 бон-развезон. А что у тебя за история с ромом? Ничего особенного. Забудь. Как скажешь. Ладно, теперь моя очередь задавать вопросы. Например, какая у тебя семья? Ну, я единственный ребенок в семье. Мама и папа расстались по обоюдному согласию. Моя мать скрипачка, поэтому она всегда в разъездах с оркестром. Большую часть времени я проводила с папой, тетей и бабушкой. По правде говоря, мое детство не было особенно насыщенным. Но разве ты не унаследовала никаких творческих генов от мамы или вроде того? Я играла на скрипке до 16 лет или около того. Почему ты бросила? Не знаю, просто в один прекрасный день сказала, что с меня хватит, и бросила. Как насчет двоюродных братьев и сестер или остальных членов твоей семьи? Я редко с ними вижусь. В основном потому, что мой отец переехал далеко от них. К тому же большая часть маминой семьи живет во Франции. Значит, твоя мама француженка? Ага. Ты умеешь говорить по-французски?
Je ne mange pas si jour. Ух ты, а что это значит? Полный бред? Понятия не имею, во французском я полный ноль. Я пробовала научиться, но на носу был колледж, и я перестала посещать языковые курсы. Кстати, мой двоюродный брат по маминой линии живет неподалеку, но тебе будет сложно уговорить меня встретиться с ним. Знаешь, ты везучая. Все родственники со стороны моей матери живут здесь. Вероятность того, что я наткнусь на кого-то из них, невероятно высока. Ну вот и все. Пожалуй, про мою семью, к сожалению, ничего интересного. Твоя мама француженка-скрипачка, и ты говоришь ничего интересного? Я бы послушала, как члены твоей семьи, роняя слюни, рассказывают всем о том, что ты хакер. Хакер звучит слишком экзотично. Это как если бы я называла себя миксологом. Пожалуйста, не надо. Никогда. Звучит так, будто кто-то пытается добавить лишнего пафоса термину бармен. Вот видишь? Для лаконичности слова хакер подходит неплохо, но это все равно немного не то. Я консультант по вопросам безопасности. Люди хотят найти бреши в их системах защиты, а я делаю все возможное, чтобы обнаружить их как можно быстрее. Им нужна безопасность, и я им ее обеспечиваю. Как в Глич-Сити, так и в любом уголке Земли. Погоди, ты же вроде рассказывала, что взламывала базы данных с целью раздобыть некую информацию. Словно какой-то наемник. Это не отменяет тот факт, что хакер не самый корректный термин. Звучит так, как будто это все нелегально, хотя на самом деле это частная работа. Честная работа. А не ты ли говорила, что однажды вытащила компьютер, компрометирующие фотки с телефона какого-то чувака? Ну, почти честная работа. Ты у меня уже с ума сводишь. Кстати, почему ты решила стать хакером? Я всегда тащилась от головоломок. Даже когда я была ребенком, никогда не расставалась с судоку или кроссвордом. Но в какой-то момент я поняла, что они все одинаковые. Так что в колледже я выбрала курс безопасности систем. Именно таких загадок мне и не хватало. Обход систем безопасности – многогранная и комплексная задача. Нужно подходить к ней, к ее решению с разных сторон. Вся суть в том, чтобы улучшить систему безопасности, поэтому с каждым разом они становятся все более непроступными. Ты уже думаешь, что разгромила их под ноль, а они бац, и опять все поменяли. Так что это ничто вроде бесконечного пазла. Это нечто вроде бесконечного пазла. И с моей помощью этот пазл становится все сложнее. В таком ключе я об этом даже не задумывалась. Хотя на деле это не так захватывающе, как показывает в кино. Мы не калашматим по клавиатуре, как угорелые, уверяю тебя. Но как же приятно смотреть, как твой код обходит защиту. Будет что-нибудь еще? Хочу чего-нибудь пошикарнее, любой дорогой напиток. Но была не была, она хочет изысканный коктейль. Что тебе надо? Изысканный коктейль. Что ей можно дать? Ой, блин, подожди, мне надо глаза протереть. Ой, ладно, надо уже скоро к концу подходить, а то я уже начинаю слипаться. Ой, извиняюсь. Так. Подожди. Огненный Муаи? А что это такое? Кстати. Блин, надо будет попробовать. Ну давайте остановимся, как раз 35 минут. Я, кстати, тогда перепройду игру заново и попробую купить этот огненный Муаи. Я поищу его в магазине. Если он будет, я его отдам Альме. Посмотрим, что будет с ней. Мне вот просто интересно, что будет с ней, если дать ей этот напиток. Ладно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте игры, критикуйте, буду рад с вами поболтать.
Заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.